Латвия передала Украине около 300 конфискованных у пьяных водителей автомобилей стоимостью почти 1 миллион евро. Согласно данным службы госдоходов Латвии, сейчас к рассмотрению в правительстве готовят документы о передаче еще 34. Акция началась еще 16 февраля этого года, когда Сейм Латвии единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Шойгу объявил Путину, что завоевал для него Мар'їнку. Украинский генштаб этого не подтверждает. Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар'їнки. Арестович предлагает Украине просить Путина о мире и требовать от ЕС компенсации. В шоке даже бывший товарищ по стримам Фейгин. Я просто Спустя 20 дней Навальный нашелся. Российского оппозиционера этапировали в колонию за полярным кругом. С самого начала было ясно, что власти хотят изолировать Алексея, особенно перед выборами. Его местонахождение было скрыто, был поставлен полный блок на информацию о нем. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших роликов. Итак, врываемся в новости. Шойгу объявил о взятии Мар'їнки российскими войсками. О том, что российская армия освободила, а по факту стерла город с лица земли, он доложил Путину. Военный преступник назвал это успехом и предложил наградить особо отличившихся бойцов. Владимирович, у нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Южная» сегодня полностью освободили населенный пункт Мар'їнка, это 5 километров юго-западнее Донецка. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан. Бои за город неподалеку от Донецка длятся почти 10 лет. В течение почти 2 лет российские чиновники и оккупационные чиновники неоднократно заявляли о полном взятии города. В Генштабе ВСУ на этот раз не сообщали о потере Мар'їнки. В последней оперативной сводке говорится, что по состоянию на 25 декабря на Мар'їнском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага. Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар'їнки, але місто вщент знищено. Але говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно. Демобилизация в Украине будет возможна только после окончания конфликта с Россией. Об этом заявил глава Минобороны Рустем Умеров. В интервью украинским изданиям он рассказал о том, что его ведомство готовит закон, в котором разъяснит вопросы мобилизации и демобилизации военнообязанных. Его детали станут известны в ближайшее время. Умеров пояснил, что документ обозначит решение многих накопившихся вопросов и изменит парадигму, чтобы военная служба не воспринималась как наказание. Документ также будет учитывать ограничения прав для тех, кто пытается уклониться от служби. Які категорії обмежень будуть запроваджені, це вже, як я казав, колективне рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування. Але відповідальність за ухилення від мобілізації вже існує. Ми розробимо всі правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну. Украине нужно прийти к Путину с предложением заключить мир и к тому же предъявить коллективный иск Западу. Никогда главный успокоен украинцев, а теперь автор все новых зашкваров Арестович снова попал в скандал. Бывший советник офиса украинского президента в очередной раз раскритиковал Запад и усомнился, что Украине нужно быть его частью. А с Путиным другой разговор. К Путину надо прийти и сказать: дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами. Но мы его заключим особенно хитрым образом. Мы предъявим коллективный иск Западу. Украина и Россия вместе. И скажем замечательную вещь. Ребятки, давайте-ка мы
Запад Да, нам ничего да. не должен. Никому, ни Запад тем, нам, ни другим. Запад нам должен все, поверьте мне. И мы должны сказать им замечательную вещь, что, ребятки, ваша попытка опираться на структуры, сформированные в 1945 году и умершие в 1989, не работают. Нам нужно строить новую коллективную систему безопасности с учетом реальных интересов всех сторон. Реальных интересов всех сторон. Объявить конец истории, развивать НАТО в сторону России, создавая ей реальную угрозу безопасности, по крайней мере, так они понимают. И мы не можем с ней не считаться, потому что они за это готовы убивать и умирать, а Запад не готов. Арестович после увольнения с чиновничьей должности стал вести более пророссийскую риторику и к тому же активно ударился в инфо-цыганство. Теперь всего за $50 обещает научить мужественности на видеокурсе под названием «Трудно быть Богом». Ему ли, собственно, не знать. От заявлений бывшего советника Ермака в шоке даже бывший товарищ по стримам Арестовича Фейгин. Я просто говорю, я просто не понимаю. Я просто вот реально как это? Навальный нашелся. Адвокаты российского оппозиционера обнаружили его в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В этой колонии сооснователь ЮКОСа Платон Лебедев провел первый год заключения. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что по закону в СИН должна отправить Навального в место заключения рядом с местом проживания родных. Связи с политиком не было 6 декабря, а 11 декабря адвокатам Навального сообщали, что их подзащитный больше не числится в колонии во Владимирской области, где он ранее отбывал наказание. С самого начала было ясно, что власти хотят изолировать Алексея, особенно перед выборами. Его местонахождение было скрыто, был поставлен полный блок на информацию о нем. Даже сегодня Верховный суд утверждает, что не знает, где он. Нам присылали массу фейковой информации. Мы отправили 618 запросов, адвокаты обыскали каждое СИЗО, порой неоднократно. И это лишь малая часть всего, что мы делали. Старались исключить как можно больше колоний СИЗО. Проводили не только юридическую работу. Российский пропагандист Антон Красовский, тот самый, который призывал к геноциду украинцев и сжигать и топить украинских детей, госпитализирован с отравлением. Он сам ранее подтвердил, что находится в клинике. Позже украинские СМИ со ссылкой на источники военной разведки сообщали, что Красовского, вероятно, отравили, а его состояние ухудшается. Красовский не уточнил, как он заболел, но источник военной разведки Украины ГУР сообщил Киевпост, что он был отравлен. Источник заявил, что его состояние продолжает ухудшаться, добавив, вполне вероятно, что последние сообщения в сети были написаны не самим пропагандистом. В России собираются развивать видеохостинг на базе соцсети ВКонтакте в качестве конкурента YouTube на случай, если его будет решено заблокировать в РФ. Об этом идет речь в расследовании российских оппозиционных СМИ «Медуза» и «The Bell». Также ВК-видео хотят объединить с Одноклассниками, а также множеством других сервисов, назвав эту всю кашу единой контент-платформой ЕКП. Соцсеть ВКонтакте у миллиардера Алишера Усманова несколько лет назад купила компания «Согаз» путинского олигарха Юрия Ковальчука. В расследовании также говорится, что сделку курировала президентская администрация. Собеседники авторов этого текста, близкие компании, полагают, что государство связывает с компанией еще одну надежду. Сейчас ВК разрабатывает единую контент-платформу ЕКП, которая должна объединить убийцу Ютуба, ВК, Одноклассники и множество других сервисов. В идеале ЕКП сможет заменить хотя бы частично, если не все, то большинство зарубежных платформ и сервисов. По словам одного из источников, в качестве аналога руководство ВК давно хотело использовать в том числе опыт Китая, который служит для Москвы ориентиром в вопросе технологий. В Беларуси на 15 суток арестовали директора Браславского музея традиционной культуры Элеонору Зинкевич. Об этом сообщает правозащитный проект «Весна». На такой же срок арестовали и мастера традиционного ткачества Людмилу Рулевич и ее супруга. Обыски и задержания прошли накануне открытия выставки «Рождественские узоры». Силовики нашли у задержанных книги по истории Беларуси, а также изъяли старый документ с печатью, на которой была погоня.
Директор Брасловского музея традиционной культуры Элеонора Зинкевич арестована на 15 суток. На тот же срок были арестованы ее муж и чета Рулевич. Людмила Рулевич, известная в регионе мастерица, мастер традиционного ткачества. Еще 3 людям были вручены повестки. Все это результат ночного захвата, произошедшего в Браслове в ночь с 21 на 22 декабря. Силовики задержали 7 человек и провели обыски в их домах. Полиция Лондона задержала 2 подозреваемых в краже антивоенной работы Бэнкси. Новая работа знаменитого уличного художника появилась 22 декабря на юго-востоке Лондона. Она представляет собой знак дорожного движения «Стоп», на котором изображены 3 беспилотника. В полиции сообщили, что подозреваемые срезали работу при помощи кусачек в течение часа после ее появления. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!